Вы считаете себя ленивым. Вы мечтаете изменить свою жизнь, но все время откладываете дела. Вы откладываете успех, вы откладываете счастье, вы откладываете жизнь. Иногда вы собираетесь с духом и начинаете действовать. Но надолго вас не хватает, вы очень быстро превращаетесь в Обломова. Вы хотите это изменить. Вы хотите измениться. Вы хотите вернуть энергичность в свою жизнь. А если я вам скажу, что лень не существует? Что вы от одной мысли о том, что надо что-то сделать, начинаете испытывать физический дискомфорт. Вы не ленитесь. Вы не хотите испытывать этот дискомфорт. Возможно, даже боль. Как с этим справиться? Сначала нужно понять, что с вами. Точнее сказать, насколько у вас все запущено. Механизм лени всегда один и тот же. О нем я сейчас расскажу. Но в зависимости от степени выраженности методы борьбы с ленью могут сильно различаться. Но победить можно любую лень. Хотите? Сначала я помогу вам разобраться с вопросом, а что такое лень? И в конце дам четкие алгоритмы действия, как от нее избавиться. Вот уже четверть века я работаю с математической моделью нервной системы. И на этом канале я знакомлю с практическими способами использования этой модели. Как знание принципов работы нашего мозга способно вернуть в вашу жизнь энергичность, счастье, спокойствие. Что такое лень с точки зрения предлагаемой модели? Это нежелание либо невозможность сделать какое-то действие. А как определить, что у вас? Нежелание или невозможность? Если очень грубо, то если вы находитесь в глубочайшей депрессии, апатии, то это невозможность. Если вы в остальном достаточно активный человек, то это нежелание. Механизм развития и того, и другого один и тот же. А какой? По нашей нервной системе не протекают образы или звуки, энергичность или лень. По нервным волокнам протекает только электрический ток, который мы называем нервными импульсами. Наш мозг – это совершенный электроприбор, для работы которого необходима только электроэнергия. Все остальные химические элементы, медиаторы, гормоны – лишь способы передачи этой энергии. Чем больше электроэнергии поступает в мозг, тем лучше он работает. Тем на большее количество процессов одновременно его хватает. Тем более мы энергичны, работоспособны, счастливы. А почему счастливы? Потому что наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Когда энергии много, мы счастливы. Когда ее нет, мы в депрессии. А почему энергии может быть много или мало? Ведь организм один и тот же. Это ваш организм. В одних случаях вы просто искритесь, а в других инертны. Что дает или отбирает нашу энергию? Единственной структурой, создающей электричество в нашем организме, являются рецепторы. Эти микрогенераторы превращают в электрический сигнал все виды энергии, окружающие нас. Рецепторы можно разделить на две группы – внешние и внутренние. Внешние преобразуют в электрический сигнал энергию Солнца, Земли, воздуха, воды. Внутренние реагируют на изменения химического и физического состояния нашего организма. Но выраженное изменение этого состояния мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. То есть для работы нервной системы мы можем брать энергию либо от окружающего нас мира, либо от нашей внутренней боли. Это единственное различие между внешними и внутренними рецепторами. Но тем не менее энергия за счет внутренних рецепторов мы получаем намного меньше. Почему? Внешние рецепторы просто получают ту энергию, которой с нами делится Вселенная. Для того же, чтобы работали внутренние рецепторы, необходимо изменить внутреннюю среду нашего организма. А для этого нужно приложить энергию, в том числе и энергию нервной системы, а значит электрическую. А откуда ее взять? Единственный вариант – использования энергии внешних рецепторов. То есть вместо того, чтобы использовать энергию внешних рецепторов для полноценной жизни, мы вынуждены с ее помощью давать возможность работать внутренним рецепторам. Так создается дефицит энергии, который может только нарастать. Мы воспринимаем этот дефицит как усталость, утомление, истощение, лень. И разница только в степени.
дефицита. Лень, утомление, истощение. По степени выраженности лень возникает в тех случаях, когда еще нет дефицита. Но организм знает, что он обязательно возникнет. Вы максимально оттягиваете этот момент. Истощение, вы не способны ничего делать. У вас попросту нет на это сил и энергии. Зачем вообще нужно включение в энергообмен внутренних рецепторов? Что случилось со внешними? Они что, не справляются? Они перестали работать? Нет. Они работают в обычном режиме. Просто после перенесенных травм и болезней нервные пути переключаются и создают участки повышенного электрического сопротивления. И как следствие энергии внешних рецепторов становится недостаточно для того, чтобы энергопотребление мозга осталось на прежнем уровне. В дело включаются внутренние рецепторы. Как только это происходит, мы начинаем ощущать физический дискомфорт в своем теле. Если вы прислушаетесь к своему телу, то заметите, что когда вы ленитесь, вы испытываете какие-то неприятные ощущения, непонятные. Вы не хотите их испытывать, поэтому вы ленитесь, откладываете какие-то дела. Ваш мозг не хочет испытывать дефицит энергии. Если вы заставите себя, или кто-то заставит вас делать этого, то вы получите ту или иную степень усталости. И речь идет не о физической усталости. Назовите ее эмоциональной усталостью, выгоранием, стрессом, как угодно. Речь идет о дефиците электроэнергии, поступающей в ваш мозг. Как с этим бороться? Лучший вариант – не делать этого. Но это не всегда возможно. Примером может быть лень по отношению к любому делу. Мы для примера, давайте возьмем уборку дома. Повторяюсь, вы можете вместо уборки поставить любую деятельность, которая вызывает у вас преступление. Вы можете лениться, убираться дома. Но что-то делать в этой ситуации нужно. Еще одним вариантом сбежать от неприятного дела – делегировать свои обязанности. Но чаще всего это значит, что ваша вторая половинка будет это делать. Не завидую ей. А как следствие вам. Ваша жизнь превратится в ад. Можно нанимать клининг. Это прекрасный вариант при наличии свободных средств. Услуги клининга недешевы. Так что делать? Попытайтесь разобраться, что именно вызывает у вас дискомфорт. Если вы скажете «уборка», вы соврете. Она состоит из множества более мелких дел. Протирать пыль, подметать, пылесосить, стирать и так далее. Каждое из этих дел тоже можно разделить на множество поддел. Посмотрите на получившийся список. Что именно из этого списка дел делает вас несчастным, заставляет испытывать физический дискомфорт. Исключите их. Не делайте этого. Найдите, чем можно заменить эту деятельность. Полноценно замените, чтобы результат был тем же. Вам не нравится звук пылесоса? Ну возьмите ручной пылесос. На аккумуляторе он гораздо тише звучит. Или попросите свою вторую половинку провести такой же анализ. И заберите у нее то, что делает ее несчастным. Взамен отдайте свой дискомфорт. Понятно, что в результате замены ни одна сторона не должна пострадать. И получить вместо одного дискомфорта другой. Все, что я рассказал, достаточно просто. Но вызывает множество вопросов и негативных оценок у слушателей. А можно убрать лень проще, чтобы вообще для этого ничего не делать. Раз, и лень ушла. Можно. Я хочу познакомить вас с методом аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Это физиотерапевтический метод создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей, уменьшения электрического сопротивления путей прохождения нервных импульсов. В результате количество энергии, поступающей в мозг, увеличивается. И необходимость во внутренних рецепторах как источнике энергии исчезает. А также необходимость в подзарядке этого источника энергии. Вы перестаете уставать и испытывать дискомфорт. Наоборот, увеличение притока энергии в мозг ведет к тому, что вы начинаете испытывать счастье от того, что раньше всячески откладывали. Все, что для этого нужно, это надеть наушники и продолжать заниматься своими делами, нелюбимыми делами. Теми, которые вызвали у вас преступление и дискомфорта. Очень скоро вы заметите, что вам стало безразлично. Вы можете делать это, можете не делать. Хотя лучше не делать. Если вы продолжите, то скоро обратите внимание на то, что вы делаете свои дела все больше и большим удовольствием.
пока в какое-то мгновение вы не испытаете счастья от того, что раньше вызывало преступление. Это значит, что с этого мгновения данный участок вашего опыта больше не содержит боли как источник энергии. Вообще. Я не раз слышал, что это невозможно. Что чушь и глупости, не может быть такого, чтобы надел наушники и лень исчезла. Именно поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вам дается бесплатно. Вы сами можете попробовать решить, помогает ли вам. Уже через несколько сеансов вы заметите, что ваша энергичность и работоспособность стали увеличиваться. Сколько времени займет лечение? Зависит от степени и выраженности вашей проблемы. Если речь идет о банальной лени, то несколько сеансов. Если же вы находитесь в глубочайшей депрессии, ваш энергообмен стремится к нулю, то речь идет о курсе длительностью в несколько месяцев. Но, как видите, метод сделан специально для ленивых. Вам ничего не нужно делать. Аппаратная психотерапия, аудиокатарсис, все сделает сама. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки в описании. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Наполняйте свою жизнь энергией. Увеличите свою работоспособность. Возвращайте в свою жизнь счастье. Будьте здоровы и счастливы. И очень энергично. Живите без лени.